Здравствуйте, друзья! Намасте! Это канал India Magic TV. Напомню, что вы можете подписаться на наш телеграм-канал по ссылке в описании. И, друзья, миллион раз уже повторял, миллион первый раз говорю, пожалуйста, те, кто смотрят канал без подписки, подпишитесь, кликните на эту кнопочку, включите колокольчик. С вами от этого ничего плохого не случится, а нам с Рокси будет приятно. В этом ролике будет много красивых кадров, снятых с высоты с помощью дрона DJI Mini 2. Они будут ближе к концу видео, поэтому, друзья, досматривайте видео до конца. За последние 2 года большинство друзей нашего канала разъехались по разным странам. Я здесь в Анталии, пока еще в Турции, Миша в Южной Америке. Но вот, тем не менее, как вы знаете, если смотрели предыдущие ролики, Макс приехал сюда, в Анталию снова, взял на прокат хороший велосипед, устроился в древнюю гостиницу, которой 250 лет, о чем, собственно, был предыдущий ролик. И вот сегодня мы с ним едем на велосипедах по очень красивой зимней Анталии. Мне очень нравится этот сезон здесь, декабрь, январь. Зима пока еще у нас здесь не показала себя с холодной стороны. Днем температура редко опускается ниже плюс 20 градусов. Живем мы в большом районе Мурат-Паша, который находится около моря, но тем не менее в Мурат-Паше нет пляжа. Там такой скалистый, обрывистый берег, клифф. Кстати, тоже очень красиво. Пару дней назад снимали с дрона в Мурат-Паше, вот здесь на клифе. В одном из следующих видео покажу больше съемок с дрона в Мурат-Паша. Когда я 2 года назад прилетал в Анталию, мой самолет заходил на посадку здесь над городом. Я первый раз в жизни в иллюминатор увидел вот этот вот грандиозный клифф. Мы уже въехали вот в этот красивый парк, который называется парк Стеклянной пирамиды. Здесь есть вот такая замечательная синяя велодорожка. Анталия — это, конечно, настоящий рай для тех, кто любит кататься на велосипеде. По велодорожкам можно проехать по побережью от Лимана до пляжа Лара. А это, наверное, около 3 десятков километров. Находясь 2 года здесь, в Анталии, я всегда скучаю по Индии. Ну вот я сейчас подумал, что, наверное, когда я все-таки приеду в Индию, я начну скучать по Анталии. По этим велодорожкам, по приятной турецкой зиме, по хорошим людям и по моей маленькой комнатке в Мурат-Паша, где у меня есть все необходимое, а главное, у меня есть интернет 24 часа в сутки. Хороший парк, вот этот, офигенский. Любимое место у меня. Он большой, огромный. Туда до самого этого идет. До 5 мигров почти. Природа, конечно, офигенная. В Турции вот кошечки ходят, красавицы. Я, конечно, был не во всех городах Индии. Это, наверное, невозможно побывать во всех городах Индии. Но вот единственный город, в котором я помню велодорожку, это был Ченнай, бывший Мадрас. Огромный город на юге Индии, столица штата Тамил-Наду. Я там ездил по Ченнаю на велосипеде на своем складном. И вот в Ченнае вдоль берега тоже идет приятная такая длинная велосипедная дорожка. Но она, конечно, не такая многокилометровая, как здесь в Анталии. Ченнай мне очень понравился. Он такой просторный город. Там не ощущается вот такой индийской тесноты, как в некоторых других индийских мегаполисах. Например, в замечательном Бангалоре на дорогах, когда ты едешь по дороге на велосипеде, все-таки ощущается вот эта скученность, огромное количество людей и машин. В Ченнае, конечно, людей и машин никак не меньше, чем в Бангалоре, но там есть какое-то ощущение такого простора.
Но, конечно, путешествие по индийским городам на велосипеде – это тот еще квест. Я бы вам не советовал предпринимать такое приключение без предварительной тренировки в менее экстремальной стране. Под экстремальностью я имею в виду здесь именно поездки на велосипеде по проезжей части, по дорогам, там, где едут автомобили. Иногда в час пик, даже здесь, в Анталии, особенно в ее центре, это превращается в некоторое подобие экстрима. Но это, конечно, ничто по сравнению с тем, с чем вы столкнетесь, путешествуя по большим городам Индии на велосипеде. В каких-то небольших населенных пунктах, вроде Ауравиля или Вриндавана, без проблем, конечно. Чихание означает, что мир со мной соглашается, как говорил Дон Хуан, учитель Карлоса Кастанеды. Здесь справа есть красивый пруд. Раньше здесь собирались кришнаиты, местные ребята-кришнаиты, русскоязычные, которые живут в Анталии. Я частенько приходил к ним попеть мантры сюда. Здесь парк уже заканчивается, велодорожка поворачивает налево и начинается крутой спуск к морю, к пляжу Каньялты. И до самого пляжа можно быстро ехать по инерции, не крутить педали и отключить батарею. Здесь велосипедная дорожка уже идет вдоль моря по райской пляжной зоне. Протяженность ее здесь около 8 километров, и по этой дорожке можно доехать до самого порта. Летом в туристический пляжный сезон здесь очень много людей, много велосипедистов, много людей, которые ездят по этой дорожке на самокатах и даже ездят на обычных мотоциклах, скутерах, что на самом деле не очень хорошо. Вон для мотоциклов есть сбоку дорога нормальная. Ну а сейчас зимой здесь вот так вот пустынно и очень приятно ехать на велосипеде. Но, однако, нужно довольно тепло одеваться, потому что хоть на улице и тепло сейчас, если вы просто ходите пешком, но когда вы едете на велосипеде, то можете простудиться. Это точно так же, как на севере Индии в это время года, зимой. Пока вы просто гуляете под солнышком, кажется тепло, даже иногда жарко, но стоит вам сесть в открытую рикшу, в тук-тук, сразу откуда-то появляется пронизывающий холодный ветер, который продувает вас насквозь. Поэтому нужно предусмотреть курточку, жилеточку, иногда даже капюшончик, и все будет хорошо. В одном из предыдущих роликов я вам рассказывал о том, как ввести в Индию кошку или собаку, питомца. Я говорил, что подал заявление на разрешение для Рокси, чтобы можно было с ней приехать в Индию. Это разрешение за 2-3 месяца нужно запрашивать в специальном Министерстве внешней торговли Индии. Вот такие сейчас правила. На кошку сейчас нужно запрашивать разрешение как на, в кавычках, запрещенный предмет. Мы подали заявление 5 декабря. Вот скоро, 5 января, будет месяц, но пока еще результатов никаких нет. На сайте висит сообщение, что наше заявление находится в процессе рассмотрения. Обычно этот процесс занимает 1,5-2 месяца. Бывает и быстрее, но это редко. Если мы получим это разрешение, конечно, это не означает, что мы на следующий день уедем с Рокси в Индию. Надо будет еще покупать билеты, а билеты нужно покупать тоже заранее, за месяц, за 1,5, за 2, потому что цена на билеты на ближайшие даты, она ровно в 2 раза выше, чем цена на билеты на какую-то отдаленную дату. И если учесть, что мне надо лететь с кошкой, а за кошку надо платить чуть ли не полную стоимость билета, к тому же у меня еще огромное количество багажа, всякой техники, и будет 100% перевес по багажу, то есть и без того стоимость перелета будет довольно серьезной. Ну и вообще неохота особо куда-то уезжать, отрывать задницу от дивана с интернетом. Но, во-первых, хочется в Индию, давно я там уже не был. И, во-вторых, поскольку у меня в Индии есть своя комната, мне там будет жить гораздо дешевле, не нужно будет платить за аренду жилья. Только сравнительно небольшие коммунальные платежи. И несмотря на то, что стоимость моей маленькой комнатки здесь в Турции по турецким меркам современным она невысока, но все равно основные расходы в Турции — это
расходы на аренду жилья. Когда у вас практически нет никаких доходов, то любые расходы, они становятся большими. А у меня сейчас практически нет никаких доходов от моей деятельности. Спасибо, сами знаете кому, как говорится в замечательном фильме про Гарри Поттера. Поэтому, может быть, и есть какой-то смысл в том, чтобы перебраться в свою комнату в Индии. Пока там не поселились вриндаванские макаки. Недавно мои соседи по дому во Вриндаване написали, что обезьяны разбили окно у них в квартире, забрались в квартиру и жили там несколько месяцев. Не осталось вообще ничего из вещей, ничего целого в смысле. Представьте себе, как будет выглядеть квартира, в которой поселились обезьяны. У меня пока что там все нормально, но тем не менее квартира нуждается в том, чтобы в ней хотя бы изредка кто-то жил, присматривал за ней и что-то там ремонтировал, подделывал. Здесь есть туалет бесплатный по дороге, прямо на велодорожке практически. Детская площадка, большой красивый отель. И, конечно, море. Вот. Рыбаки. Народ купается. 20 декабря. Здесь мы с Сашей. Мы тоже приехали.
Холодная. Я бы не полез в такую воду. Не. Фу. Холоднее, чем Ганга зимой в Ришикеше. Солярис там вот он снимал воду. Помнишь, начинается этот фильм? Тарковский там снимал воду и траву в воде. Полчаса. Да. Золотой арахис. Вкусно. Эти растения как в 3 моих роста. Как камыши какие-то. Едем дальше в сторону Лимана, там где порт. Нам нужно будет проехать через порт, вернее объехать этот порт. Он большая территория. И, к сожалению, по берегу там проехать нельзя. Придется ехать вокруг. Как раз вот эта треугольная гора, похожая на вулкан, которая впереди у меня по курсу, как раз туда нам надо сейчас добраться. Проезжаем заправку. Если приглядеться, то можно увидеть, что бензин сейчас стоит здесь 36 турецких лир. Это примерно $1.20. Вот в этом месте, здесь в пляжный сезон, летом, здесь находится женский пляж. И в туристический сезон вас сюда не пропустят, если вы не женщина. Однако сейчас зимой здесь ничего нет, и можно свободно сюда проезжать, кататься и запускать дрон. Там прикольная такая территория. Не холодно. Раздевалка. Тут есть. Тут есть. Вот это что такое? Туалет, да? Это же это? Он такой туалет. Вода есть. С этими, с громкоговорителями. И даже вода есть. Ну. Отлично. Чистенько. Вот, пожалуйста, можно сходить в туалет. Даже зимой. Все работает. Там мусорка за ней сразу. На дороге. За туалетом. Наверное, и душ работает. Конечно, работает. А орехами нас угостили девушки там около реки. У них был пикник. Там женщины сидели. Такие. И молодые, и не молодые, все вместе. С детьми. Да, и нам дали орехов и мандаринов. Пришла одна девушка, говорит, вот вам от нас. Наш самолет отправляется в полет. Сначала немного полетаем над пляжем. Смотрите, как здесь сейчас пустынно и хорошо. Я бы с удовольствием приезжал сюда погулять каждый день, но от моего дома это довольно далеко, больше 15 километров, наверное, километров 17, если быть точным. Сейчас мы летим по направлению к порту, он там в конце пляжа, там, похоже, уже начинается порт, и там пройти по берегу никак нельзя. Поэтому порт мы объезжали вот так вот через Хурму, через микрорайон Хурма, ну или Лиман. Я их всегда путаю, знатоки Анталии могут меня поправить в сообщениях под видео. Вроде как то, что ближе к морю, это Лиман, а туда, напротив Лимана, ближе к горам, туда подальше от моря, это Хурма. Если я ошибаюсь, то поправьте меня в комментариях. Сам я живу в Мурат-Паша, сюда приезжаю редко, поэтому не особо хорошо знаю эти районы.
Это как раз самая главная туристическая гора, на которую можно забраться с помощью канатной дороги. Если приглядеться, то можно заметить, как движутся кабинки этой канатной дороги, а сооружение на самом верху горы — это ресторан и смотровая площадка. Я туда один раз приезжал по канатке, довольно долго ехать там, больше километра на самом деле, вот это расстояние, которое нужно ехать в этой кабинке. Иногда кабинка довольно сильно вибрирует, и даже страшно, кажется, что она сейчас оторвется и упадет с этой огромной высоты. Слева от горы вы видите дорогу, это дорога на Кемер. В Кемере я был тоже несколько раз, снимал там видео, запускал дрон. Кемер такой симпатичный поселок или городок, абсолютно туристический. Везде все написано по-русски, этим он мне чем-то напомнил Хикадуву в Шри-Ланке. Слева такая скала, небольшой островок, который выступает из воды. Это знаменитый остров Черепаха, и еще его называют остров неверных жен. По легенде, когда-то очень давно на этот островок привозили жен, изменивших своим мужьям. И если такая жена на этом острове каким-то образом выживала или даже находила способ вернуться обратно, то она получала прощение. Сомневаюсь, что это имеет какое-то отношение к тому, что было в действительности. Наверное, просто легенда такая веселая. Тем не менее, можно, наверное, на эту тему сделать какой-нибудь фильм, снять его здесь или компьютерную игру. Сейчас камера дрона как раз смотрит в сторону порта. Видимо, вот это вот и есть лиман. Вот сам лиман, то есть порт. По-турецки лиман — это порт. Ну и, соответственно, район, который вокруг этого порта, он тоже называется лиман. Вот этот район, куда я сейчас повернул камеру. Интересно, что Кемер по-турецки — это ремень. То есть вот городок Кемер в переводе с турецкого означает, что это почему-то ремень. Может, у него такая форма, не знаю, почему ремень. Можно пролететь в противоположную сторону. Здесь находится такая красивая зона отдыха с озерцом или речкой. Это как раз то место, где летом находится тот самый женский пляж. А это мы с Максом там внизу, около душа. Мы возвращаемся в центр Анталии, в свой район Мурат-Паша. Поднимаемся с пляжа на большом муниципальном лифте-подъемнике туда вверх на клифф, там где город. В Анталии есть несколько таких бесплатных муниципальных лифтов. Один из них в самом центре, там где старый город. И два таких лифта есть в районе парка Пирамиды. Можно прямо с пляжа Каньялты подняться в этот парк. Сэкономить силы, а в моем случае еще и ресурс батарейки велосипеда. Выходим из лифта, а на турецком языке он называется красивым словом «асансьор». Ну или как-то так, не знаю, правильно ли я произношу это слово, и попадаем в парк Пирамиды. Здесь уже недалеко до центра города. И на этом наш сегодняшний ролик заканчивается. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на наш телеграм-канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. До свидания, всех благ, намасте.